Представь на мгновение, что твоя душа выбрала твою семью еще до твоего рождения, не случайным образом, а с точностью настоящего мастера. Твоя душа посмотрела на эту жизнь, на предстоящие испытания и решила: здесь я буду расти, здесь я пробужусь. И вот ты задаешься вопросом, почему оказался в семье, которая напоминает поле битвы, почему вырос в среде, которая, казалось, разрушала твой дух, вместо того, чтобы его защищать. Я был там, ты был там, и правда в том, что рождение в токсичной семье – это не наказание, это не карма, возвращающаяся, чтобы преследовать тебя. Это дар, монументальный и изменяющий жизнь. Я понимаю, что сейчас это может не так восприниматься. Давай вместе углубимся в суть этой загадки и раскроем глубокую мудрость, скрытую в твоей боли. Токсичные семьи можно сравнить с огнем. Они сжигают, причиняют боль и оставляют шрамы, но также закаляют, как сталь. Они избавляют от иллюзий о том, что жизнь легка или справедлива, и заставляют столкнуться с горькой правдой человеческого существования. Токсичные семьи – это идеальная площадка для избранных, потому что избранные здесь, чтобы разрывать циклы. Ты здесь не для того, чтобы жить обычной жизнью. Ты здесь, чтобы трансцендировать. Но почему твоя душа выбрала родиться в такой проблемной семье? Токсичность, в которой ты родился, не случайна. Она предковая и поколенческая. Это накопление незаживших ран, невысказанных истин и бессознательных паттернов, передаваемых через твое родословное дерево. И ты, мой друг, родился, чтобы остановить это. Подумай об этом и дай осознанию прийти. Ты не родился, чтобы вписаться. Ты родился, чтобы выделяться, подниматься над этим, исцелять не только себя, но и поколения, которые были до тебя, и те, что придут после. Вот что делает тебя избранным. Самая трудная часть в том, чтобы разорвать цикл, нужно его пережить. Невозможно исцелить то, что не понимаешь, и подняться над тем, с чем не столкнулся. Поэтому ты оказался в центре шторма не для того, чтобы утонуть, а чтобы научиться плавать. Не для того, чтобы страдать, а чтобы пробудиться. Позволь мне задать тебе вопрос. Когда ты смотришь на свою семью, что ты видишь? Видишь ли ты гнев, пренебрежение, манипуляцию, контроль? А теперь более глубокий вопрос. Где ты видишь ту же энергию в себе? Потому что правда в том, что токсичные семьи не только ранят нас, они зеркалят нас. Они показывают нам те части себя, которые мы слишком боимся принять. Вот почему это дар. Потому что в огне дисфункции твоей семьи у тебя есть возможность увидеть себя, исцелить себя, трансформировать себя. И когда ты это делаешь, ты трансформируешь всю родословную. Но давай не будем романтизировать боль. Давай не будем притворяться, что это легко. Быть рожденным в токсичной семье – один из самых сложных путей, которые может выбрать душа. Это требует огромной силы, стойкости и мужества. Это требует от тебя столкнуться с отвержением, предательством и иногда даже составлением. Но дело в том, что каждый раз, когда ты с этим сталкиваешься, каждый раз, когда ты выбираешь отвечать любовью вместо ненависти, пониманием вместо осуждения, состраданием вместо гнева, ты разрываешь цикл. Спроси себя, что произойдет, если ты перестанешь бороться со своей семьей и начнешь видеть их как своих величайших учителей. Что если их токсичность не отражает твою ценность, а отражает их боль? Что если их неспособность любить тебя так, как ты этого заслуживаешь, не потому, что ты недостойный любви, а потому, что они не знают, как любить себя? Сдвиг происходит, когда ты перестаешь видеть свою семью как врага и начинаешь видеть их как раненые души, делающие все возможное с тем, что у них есть. Когда ты перестаешь спрашивать, почему они причиняют мне боль, и начинаешь спрашивать, чему они меня учат, именно тогда ты начинаешь открывать дар. Потому что
Токсичность твоей семьи – это не твое бремя. Это твое приглашение к исцелению. Это твое приглашение вспомнить, кто ты есть. За пределами их проекций, за пределами их ожиданий, за пределами их боли. Это твое приглашение войти в свою силу как избранного. Но загвоздка в том, что ты не можешь исцелить свою семью. Ты можешь исцелить только себя. И, делая это, ты создаешь эффект волны, который трансформирует все. Когда мы были моложе, мы думали, что если мы сможем быть достаточно хорошим, успешным или сильным, мы сможем спасти свою семью. Но чем больше мы пытаемся, тем больше понимаем, что спасать их – не моя работа. Моя работа – спасти себя. Моя работа – вырваться из паттернов, которые удерживали меня в ловушке. И когда мы это делаем, происходит нечто чудесное. Динамика в семье начинает меняться. Не потому, что мы заставили их, а потому, что мы изменились. Это сила быть избранным. Тебе не нужно бороться с тьмой. Тебе просто нужно светить своим светом. Но позволь мне спросить тебя, что значит светить своим светом перед лицом тьмы? Что значит любить себя, когда никто другой этого не делает? Что значит выбирать мир, когда вокруг хаос? Это те вопросы, на которые ты должен ответить. Это те вопросы, которые будут вести тебя на твоем пути. И самая прекрасная часть в том, что в тот момент, когда ты перестаешь видеть свою семью как проклятие и начинаешь видеть их как дар, все меняется. В тот момент, когда ты перестаешь сопротивляться своему пути и начинаешь принимать его, ты входишь в свою силу. Ты не родился в токсичной семье, чтобы быть сломленным. Ты родился в токсичной семье, чтобы восстать, исцелиться, пробудиться. Давай на мгновение углубимся. Видишь ли, происходит нечто необыкновенное, когда душа оказывается среди хаоса, дисфункции и боли. Раны, причиненные токсичной семьей, не просто оставляют шрамы, они оставляют открытые места. Места, куда может проникнуть свет. Места для пробуждения осознания. Места для начала трансформации. Но парадокс в том, что прежде чем ты сможешь увидеть дар, тебе нужно столкнуться с раной. И именно здесь большинство людей застревает. Они сопротивляются боли, борются с ней, убегают от нее. Но боль, особенно та, что возникает из-за семьи, это не то, что можно обойти стороной. Это то, с чем нужно столкнуться лицом к лицу. Подумай о ранах, которые ты несешь от своей семьи. Возможно, тебя так часто критиковали, что ты начал сомневаться в своей ценности. Возможно, тебя так игнорировали, что ты начал верить, что твой голос не имеет значения. Возможно, тебя так сильно контролировали, что ты забыл, как доверять себе. Или, возможно, любовь, которую ты жаждал, давалась с условиями, и ты научился приравнивать любовь к производительности, одобрению или жертве. Эти раны реальны, они причиняют боль, они формируют тебя, но они также являются катализатором твоего пробуждения. Потому что каждая рана несет урок, каждый шрам несет историю, а каждая боль несет потенциал для роста. Позволь мне задать тебе вопрос. Когда ты думаешь о боли, которую твоя семья причинила тебе, какие эмоции возникают? Это гнев, обида, грусть? Теперь более глубокий вопрос. Чему эти эмоции учат тебя о себе? Видишь ли, избранные здесь не просто, чтобы исцелить свои семьи. Они здесь, чтобы исцелить себя. И процесс исцеления начинается, когда ты понимаешь, что боль, причиненная тебе, не о тебе, а о них. Их ранах, их страхах, их ограничениях. Но где-то на этом пути ты превратил это. Сделал это частью себя. Принял их боль как свою. Здесь начинается работа. Работа по отделению себя от истории, которую твоя семья написала для тебя. Работа по восстановлению своей идентичности, своей ценности, своей силы. Но как? Как исцелиться от ран, которые так глубоки, что кажутся частью твоей ДНК? Как вырваться из паттернов, которые передавались из поколения в поколение?
Это начинается с осознания. Осознание того, что то, как твоя семья относилась к тебе, не отражает твою ценность. Осознание, что их токсичность не является твоей судьбой. Осознание, что ты здесь не для того, чтобы повторять цикл. Ты здесь, чтобы положить ему конец. Но осознание – это только первый шаг. Реальная трансформация происходит, когда ты начинаешь брать на себя ответственность не за их действия, а за свое исцеление. Позволь мне поделиться с тобой чем-то глубоким. В тот момент, когда ты перестаешь ждать, что твоя семья изменится, в тот момент, когда ты перестаешь ждать, что они извинятся, чтобы подтвердить твою ценность, чтобы любить тебя так, как ты этого заслуживаешь, вот тогда ты освобождаешь себя. Жесткая правда в том, что некоторые люди никогда не изменятся, некоторые раны никогда не будут признаны, некоторые извинения никогда не придут, и это нормально. Твое исцеление не зависит от них. Твое исцеление зависит от тебя. Спроси себя, как бы выглядело прощение твоей семьи, не потому что они этого заслуживают, а потому что ты заслуживаешь мира. Каково было бы отпустить гнев, обиду, горечь? Не потому что это оправдывает их поведение, а потому что это освобождает тебя от бремени. Если прощение – это не забывание, это не одобрение, это о том, чтобы сказать: «Я больше не позволю вашим действиям определять меня. Я больше не позволю вашей боли становиться моей болью. Я больше не позволю вашей токсичности диктовать мою жизнь». И здесь становится ясным дар, потому что, исцеляясь, ты пробуждаешься. Освобождая боль, ты вспоминаешь свою силу. Вырываясь из паттернов своей семьи, ты входишь в полноту того, кто ты есть. Но давай не будем романтизировать это. Это запутанный процесс. Исцеление нелинейно, пробуждение нелегко. Будут дни, когда вес дисфункции твоей семьи будет казаться невыносимым. Будут моменты, когда ты будешь сомневаться, достаточно ли ты силен, чтобы разорвать цикл. И в эти моменты я хочу, чтобы ты помнил. Ты был избран для этого. Не потому что это легко, а потому что ты способен. Не потому что ты заслуживаешь страдать, а потому что ты здесь, чтобы преобразовать страдания в силу, боль в цель, раны в мудрость. Позволь мне спросить тебя, что если те вещи, которые ты видишь как свои слабости, шрамы, оставленные твоей семьей, на самом деле является твоей величайшей силой? Что если отвержение научило тебя любить себя? Что если пренебрежение научило тебя независимости? Что если боль научила тебя состраданию? Это алхимия избранных. Мы берем темноту, в которую родились, и превращаем ее в свет. Мы берем боль, которую нам передали, и превращаем ее в цель. Мы берем циклы, которые унаследовали, и трансформируем их в освобождение, не только для себя, но и для всех, кто придет после нас. Потому что твое исцеление касается не только тебя. Когда ты исцеляешься, ты исцеляешь всю свою родословную. Когда ты вырываешься на свободу, ты показываешь другим, что свобода возможна. Когда ты входишь в свою силу, ты даешь другим разрешение войти в свою. Вот почему токсичные семьи – это дар. Не потому что боль оправдана, а потому что у боли есть цель. И эта цель – пробуждение. Так что позволь мне задать тебе вопрос. Если бы ты знал, что токсичность твоей семьи – это именно то, что приведет к твоей трансформации, как бы ты смог посмотреть на это иначе? Если бы ты знал, что каждая рана – это приглашение к росту, как бы ты на это отреагировал? Потому что правда в том, что ты не жертва своей семьи, ты катализатор их трансформации. Ты здесь не для того, чтобы повторять их паттерны, ты здесь, чтобы разорвать их. Ты здесь не для того, чтобы быть определенным их болью, ты здесь, чтобы преодолеть ее. И это, мой друг, и есть дар. Теперь, когда мы раскрыли цель, скрытую за болью, давай углубимся в движение вперед. Потому что знание того, что ты избранный,
недостаточно. Знание о том, что твоя токсичная семья была даром, не делает путь автоматически легче. Реальная работа начинается, когда ты решаешь взять на себя ответственность за свою жизнь и свое исцеление. Реальная трансформация происходит, когда ты выбираешь вырваться на свободу не только физически, но и эмоционально, ментально и духовно. Позволь мне задать тебе вопрос. Что для тебя значит свобода? Не та свобода, которая приходит от разрыва связей или ухода, это всего лишь поверхность. Я имею в виду истинную свободу. Ту, при которой ты больше не реагируешь на их слова, их действия, их суждения. Ту, при которой их мнение больше не контролирует тебя, их проблемность больше не определяет тебя, а их токсичность никак не ограничивает тебя. Это путь освобождения, и он начинается с одного мощного решения. Решение прекратить жить в реакции на свою семью и начать жить в соответствии с твоей истиной. Но разрыв оков не означает убегать. Ты можешь переехать на другой конец света и все равно нести с собой раны своей семьи, потому что цепи, которые связывают тебя, не внешние, они внутренние. Это убеждения, которые ты усвоил, паттерны, которые ты унаследовал, истории, которые ты рассказываешь себе о том, кто ты и какова твоя ценность. Так что первый шаг на этом пути – это осознание. Осознание паттернов, убеждений и историй, которые удерживают тебя в ловушке. Спроси себя, какие паттерны из моей семьи я бессознательно повторяю в своей жизни. Какие убеждения о себе я унаследовал от их слов или действий. Какие истории я рассказываю себе о том, кто я, из-за того, как они со мной обращались. Например, возможно, ты вырос в семье, где любовь была условной, давалась только тогда, когда ты чего-то достигал или соответствовал их ожиданиям. И теперь ты постоянно стремишься к совершенству, гоняешься за внешним одобрением, веря, что твоя ценность связана с твоими достижениями. Или, возможно, ты вырос в семье, где твой голос не имел значения, где твои чувства отвергались, а твои идеи игнорировались. И теперь ты боишься высказать свое мнение, сомневаешься в своей интуиции, подавляешь свою правду. Эти паттерны, убеждения и истории – это цепи, которые держат тебя привязанным к токсичности твоей семьи, и пока ты не идентифицируешь их, ты не сможешь вырваться на свободу. Но осознание – это только начало. Следующий шаг – исцеление. И исцеление не заключается в том, чтобы исправить себя, а в том, чтобы вспомнить, кем ты был до этих ран. Это процесс снятия слоев кондиционирования, избавления от историй и восстановления связи с истиной о том, кто ты есть. Исцеление нелинейно. Это запутанный и неудобный процесс. Это процесс разучивания всего, что ты думал, что знаешь о себе, и перестройки с нуля. И это требует 3 вещей – любви к себе, сострадания к себе и самодисциплины. Любовь к себе – это основа. Это радикальный акт выбора себя, даже когда никто другой этого не делает. Это практика уважения к своим потребностям, своим границам и своей ценности, независимо от того, как к тебе относилась твоя семья. Это осознание того, что ты достаточно хорош таким, какой ты есть, не доказывая ничего никому. Но любовь к себе не всегда проста, особенно когда тебя приучили верить, что ты недостойный. Вот тут и приходит на помощь сострадание к себе. Это нежный голос, который говорит, что нормально чувствовать боль, нормально чувствовать гнев, нормально не иметь все ответы. Это напоминание о том, что исцеление – это путь, а не конечная цель, и что тебе не нужно делать это идеально. И затем есть самодисциплина, потому что, давай будем честными, исцеление – это тяжелая работа. Это требует от тебя ежедневного присутствия для себя, даже когда это неудобно, даже когда это больно, даже когда кажется, что ничего не меняется. Это требует от тебя принятия решений, которые соответствуют твоему высшему «я»,
даже когда старые шаблоны зовут тебя обратно. Позволь мне задать тебе вопрос. Как бы выглядела твоя жизнь, если бы ты жил каждый день так, будто достоин любви, уважения и счастья? Какие выборы ты бы сделал? Какие границы ты бы установил? Какие отношения ты бы отпустил? Потому что именно в этом суть освобождения. Дело не в том, чтобы изменить свою семью, а в том, чтобы изменить себя. Дело в том, чтобы выйти из роли, которую они тебе навязали, и войти в истину о том, кто ты есть. Но освобождение не означает оставление своей семьи. Это не означает разрыва отношений или отказа говорить с ними, если только это действительно необходимо для твоего благополучия. Освобождение означает отделение от их энергии, их ожиданий, их нарративов. Это означает любить их из состояния целостности, а не обязательства. Это означает видеть их такими, какие они есть, несовершенными, раненными, уязвимыми людьми, и выбирать подниматься над их болью, а не быть поглощенным ею. И вот самая прекрасная часть. По мере того, как ты исцеляешься, ты становишься зеркалом. Ты отражаешь своей семье то, что возможно. Ты показываешь им, что трансформация возможна, что свобода возможна, что любовь возможна. Ты, возможно, никогда не услышишь, как они это говорят. Но твое исцеление вдохновит их. Твой свет пробудит в них что-то, даже если они не знают, как это выразить. Что если твой величайший акт любви к своей семье заключается не в том, чтобы исправить их, а в том, чтобы стать самой полной и свободной версией себя? Что если твое исцеление – это то самое, что посеет семя перемен в них, даже если на это уйдут годы или жизни, чтобы расцвести? Это путь избранных. Это не легкий путь, но это путь цели, трансформации и освобождения. Так что, завершая это путешествие вместе, я хочу оставить тебя с этим. Токсичность твоей семьи – это не твоя судьба. Это твоя тренировочная площадка. Это огонь, который закаляет тебя. Это почва, в которой растет твоя душа. И каждый раз, когда ты выбираешь подняться над этим, когда ты выбираешь исцелиться, когда ты выбираешь любить себя перед лицом их проблемности, ты исполняешь свою цель как избранный. Ты не родился в токсичной семье случайно. Ты родился в ней, потому что был достаточно силен, чтобы преодолеть это. Потому что ты достаточно мудр, чтобы учиться на этом. Потому что ты достаточно смел, чтобы исцелить это. И пока ты идешь по этому пути, помни, что ты не один. Существуют миллионы таких же, как ты, разрывающих циклы, исцеляющих раны и переписывающих свои судьбы. Вместе мы создаем новый мир, в котором любовь, сострадание и истина являются основой. Так что задай себе последний вопрос. Если бы ты полностью принял свою роль как избранного, если бы ты полностью вступил в свою силу, какую жизнь ты бы создал?